Играешь в танки? Подписывайся на мой канал Индомитовод и обязательно прожимай колокольчик. Здорово, танкисты, всем привет, с вами Серега, с вами Индомит, и сегодня у нас очередной обзор танков нашей любимой игры World of Tanks. Сегодня у нас на обзоре француз, тяжелый танк 6 уровня, проходная прокачиваемая ветка, вот, АРЛ-44, вот такой вот огромный, просто мега огромный танк с длинной топовой пушкой. Ну и давайте все по порядку. Что же это за машина? Сегодня полноценный обзор, гайд по этой тачке. Вот. И предлагаю сразу же, по сложившейся традиции, пойти посмотреть бронирование АРЛ-44. Погнали. Итак, вот наш АРЛ-44. Глядим. НЛД у нас в приведенке 113, ВЛД в нижней части 156, в верхней почти 170, и как по корпусу, что НЛД, что ВЛД, для 6 уровня очень крепкий корпус. По башне основная бронеплита 111 мм, она у нас под прямым углом, вот, а щеки боковые вроде бы и картон 30 мм, но под хорошим рикошетным углом, в приведенке 47, 73 местами. Вот здесь 73, 74, но система пишет рикошет, потому что приведенный угол встречи снаряда у брони очень хороший. Верхняя планка у нас 64 и тоже рикошет 30 мм. Есть лючок 50 мм, но он маленький, расположен в задней, можно сказать, части башни, и в него достаточно тяжело стрелять. Маска орудия у нас 160. Как по передней фронт броне, конечно, очень крепкая тачка. Боковая броня 60, 50 корпус сверху у нас. Здесь просто фальш, такая панелька. Да, и соответственно, о чем это говорит? Может ли он танковать? Конечно, может. Он вообще супер как может танковать, но через каток вот система пишет бьется 80-90. И надо понимать, это надо помнить. В остальном, конечно, все тут круто. А вот каточек пробивается. Да, через каток бьется. И это плохо. Вот это его ахиллесова пята. Погнали в ангар. Броня есть, через каток бьется, к сожалению. Смотрим основные модули. Тут куча просто пушек, да, начинаем мы с 6-го левела пушечка, вот, маленькая альфа, слабое бронепробитие, но точность такая посредственная, КД тоже, 3,8, время заряжания хорошее, да. Естественно, нас интересует из всей этой серии пушек именно 8 уровня, топовая, с альфой в 240, бронепробитие на 6 уровне основным снарядом 212, голдой 259, вы это понимаете, пушка-то 8 уровня, заряжается, правда, долго, 10 секунд, и у нее неплохая точность, но время сведения на стойке 3,4 секунды, что очень долго. Пушка сводится невероятно долго, и это говорит о том, что у нас есть броня, у нас есть альфовая с хорошим пробитием пушка, но сводится медленно, поэтому эта пушка для игры в упор, что называется, да. По рации, конечно, лучше ставить топовый 10 уровня, дальность связи 750 метров, почти в 2 раза больше, чем на стойке. Мы тяжелый танк, нам нужна мощь, и, соответственно, топовый двигатель 750 лошадей против 575, что даст более 20% подвижности, для нас очень важно. Топовая ходовая прибавит скорость поворота. Здесь 20, здесь 18, плюс 2 градуса. По полевой модернизации смотрим. Ставим вездеходную ходовую. Дальше, от размера круга сведения, там все хорошо, к скорости сведения, потому что у нас хреновая скорость сведения. Ну и, конечно, звукоизоляцию ставим от фугасного урона, дополнительную защиту. По оборудованию. Здесь много вариаций оборудования. Можно ставить, я видел, люди ездят, ставят в основной слот, дающий дополнительный буст на выживаемость ставка, улучшенную закалку. Обязательно досел, поскольку у нас долго заряжается пушка, откровенно говоря. И ставят еще усиленный привод наводки, чтобы сводиться побыстрее. Я считаю следующее, что танк очень медленный, тяжелый. И без турбин на нем играть, бред. Сейчас эпоха танков в нашей игре, она
немного сменилась по геймплею и очень важна скорость передвижения. И без турбины играть на этом танке, ну, как по мне, точно не вариант. Поэтому обязательно досал, я считаю, обязательно турбина. А вот в основной слот можно поставить либо улучшенную закалку, либо, как у меня, вентилятор. По снарядам. ББХ основной снаряд, летит косарь. Косарь 250 летит под калибр голда. Это шикарно. По снаряжению стандартный комплект: ремка, аптечка, огнетушитель, желательно автоматический. Но поскольку у меня экипаж не переобучен на эту машину, даже несмотря на обзор, я просто не хочу тратить постоянно голду, буду играть CMX М451 не переобучал. Поэтому поставил доп. Паёк, чтобы как минимизировать те самые потери, учитывая, что я не переобучивал экипаж. Экипаж у нас огромный, с радистом. 5 членов экипажа. Первым перком командиру лампу, всем остальным ремонт, вторым боевое братство. Всем. Дальше качать, как показано в таблице. Вот. По УВН у нас все отлично. У нас хорошая броня в башне, у нас хороший УВН, минус 10. По ХП 920, как для, конечно, тяжелого танка 6 уровня, могли бы накинуть и побольше, но как-то так. С турбиной мы едем вперед 41-12 назад, почти 17 лошадей на тонну. И именно с турбиной этот танк начинает ездить. 354 метра обзору на штраф 26, так было бы 300, там сколько, 380, что для тяжелого танка на 6 уровне очень хорошо. По плюсам и минусам машины: ультимативная броня, но слабый каток. Это все равно плюс. Шикарная пушка, долго заряжается, хорошая УВН, хорошая альфа, неплохая точность, хорошая скорость полета снаряда, но долго сводится. Пушка все-таки для стрельбы не на больших расстояниях, а для игры в упор. Вот. По подвижности, учитывая, что у нас есть турбина, тоже плюс: танк реально начинает ехать. Вот. Ну, по незаметности, понятно, мы огромный, тут ее нету. Ну и минусом танка относить незаметность тяжелых танков не стоит. Предлагаю уже отправляться в бой, посмотреть, как данная тачка играет современными рендами. Погнали! Так, попали мы к 7 левелам и 5, надо отметить. Попали мы на тяжелом французском танке 6 уровня АРЛ-44. Сейчас поедем биться, да. КВ-3 у них. КВ-2. Что у нас, что у них арта 7 уровня. Жесть. Приедете у меня вот такие, мы их всех в этом дивизионе сделаем, понятно? Так. Закусь. Начальника! Привет! Бьет так, человек на 5 метров отлетает. Александр Я не растерялся, Родионович я же Бородач. охранник. О, нормально вот тут. Очень просто. Вот так
Стоп, от стоп, ниже стоп, стоп, плинтусы! Жопа торчала голая. Ну, чтобы она меня перестала возбуждать. Ты нарик ты, что ли? Так, уйди от меня! Ты не искал, кто тебе ходовую на машину заменит? Шпили-выли делать будем. Я Армену в носяру херакс! Ну, ёлки-палки! Дал бы вам! Полтора Команда, чёрт знает настреляли. что. И все. Так. Ну давай, нет, не выкину. Эх. 10-10 счет. Прям даже интересно досмотреть, чем закончится. Так. Давай, давай, отвлекся. Вперед. Значит, я, сука, выпил коньяк, да. Молодец на 52. Красавчик. Да мы победим сейчас. Ну ладно, 1536 Всё нормально. настреляли. Че вообще Выход по РЛке всегда можно есть. сказать? Броня есть, как для 6 уровня, он, конечно, неплохо бронирован. Вот, но пушечка долговато заряжается, долго сводится орудие. Вот, долго сводится орудие. А в целом ничего, можно играть. Можно. Такого в дом стреляешь, вот даешь. Ага, во двор заехал. Вон. Так. Давай. Так. На чайника Все. пришел. Ну и СТРВ там он раненый. Победа. Победа, да. Вероятно, он в этом дворе. А нет, вот. Вот так, а пусть от ниже Красавчик. плинтусы! Д-52 красавчик. Армян из Чебуречной. Еще арта. Ты куда? Куда ты? Ой, заблудился. Ну все, победа. А как тяжелый танк РЛ-44 на турбине становится интересным, потому что он начинает ехать. При условии его брони и такой туговатой пушки, конечно. Пушка у него туговата, но приятная альфа. Говорить тут нечего. Вот. В целом танчику можно поставить твердую 4. Вот. Заняли мы почетное 2 место по урону и по опыту, кстати говоря. Нет, по опыту 3. Вот. Машина, ну, однозначно интересно. Ребят, пишите свои комментарии, если у вас в ангаре такая тачка. И мне больше всего, конечно, интересует, какое вы используете оборудование. Наверное, ставите закалку, дослы, приводы, например. Ездите без турбины. Возможно, можно попробовать поездить. Но мне вот на таком, именно без турбины я не хочу на этом танке играть. Досел обязательно нужен, потому что очень медленно пушка заряжается, как по мне, да. Вот. И, конечно, можно было поставить приводы, но вентиль дает и на время заряжания плюс, и на все остальное в целом. Поэтому, мне кажется, вот этот Москва. Лайкосы ставим, подписывайтесь на канал. А я вам говорю, до скорой встречи, пока. Играешь в танки? Подписывайся на мой канал Индомита Вот и обязательно прожимай колокольчик.